Привет, друзья! Давайте проверим кругозор и начитанность. Вас ждут 10 вопросов на различные темы. На протяжении теста подсчитывайте правильные ответы и результат пишите в комментариях. Желаю вам удачи! В какой стране появилась традиция рождественской елки? Впервые наряжать новогоднюю елку начали в Германии. В 1513-м немецкий реформатор Мартин Лютер, возвращаясь домой в канун Рождества, был очарован красотой звезд, усыпавших небо так густо, что казалось, будто и кроны деревьев искрятся звездочками. Придя домой, он поставил на стол елочку и украсил ее свечами, а на верхушку водрузил звезду в память о звезде Вифлеемской, указавшей путь к пещере, где родился Иисус. В наши дни появилось немало стилей украшения новогодней елки. Наиболее традиционные из них – украшение елки разноцветными игрушками из стекла, электрическими лампочками и мишурой. Название пьесы, которая легла в основу сценария фильма «Гусарская баллада»? «Гусарская баллада» – советская кинокомедия, снятая на киностудии «Мосфильм» в 1962 году Эльдаром Рязановым по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Действие картины начинается в 1812 году. В основе сюжета – история 17-летней Шуры Азаровой, которая, переодевшись в мундир гусарского корнета, отправляется защищать родину. Роль Шуры стала дебютной в фильмографии актрисы Ларисы Голубкина. Как в советское время называли обувь на толстой пористой подошве светлого оттенка? Обувь на толстой пористой подошве появилась в середине 1940-х годов. Никакого особого места и названия в мировой моде подобная новинка не завоевала. Ее обозначали как обувь на толстой ребристой подошве. Мода на обувь на микропорке сделалась культовой, получив народное название манка, за внешнее сходство с манной кашей. В 1950-е годы обувь на микропористой подошве была таким же дефицитом, как и все остальное, поэтому модная молодежь, причисляющая себя к стилягам, заказывала стильные ботинки на манке у умельцев из артелей, которые наваривали светлую толстую подошву на готовые ботинки. Какие часы на морозе начинают идти быстрее? Это особенность песочных часов, она характеризуется основными законами физики. Тела при понижении температуры, за исключением воды, уменьшаются в размерах. Уменьшаются в размерах и мелкие песчинки в песочных часах. Вследствие уменьшения из физического размера, большее количество песчинок проскакивает в нижнюю половину, и часы начинают спешить. Где традиционно на Руси устраивали гадания? Святочные гадания – гадания у славянских народов, хронологически связанные с периодом зимних святок, с рождественского сочельника по крещение. Наиболее благоприятным временем для гадания у восточных славян считались рождественский, васильевский и крещенский вечера, переломные, наиболее опасные, пограничные периоды, когда святочная нечисть особенно сильна. Гадания происходили в основном под покровом ночи или хотя бы после заката. Места для этого действа выбирали, так сказать, грязные. Самые популярные из них – хлев, чердак, подвал, заброшенный дом и тому подобное. Что такое Тмутаракань? Тмутаракань – это древний город, из которого русы
распространились на огромной территории от Киева до Волги и образовали первую правящую династию русских правителей – Рюриковичей. Древняя Тмутаракань располагалась на территории современной Тамани, станицы в Темрюкском районе Краснодарского края. До наших дней там сохранилось множество остатков древних сооружений, крепостей, домов, храмов. Самая известная итальянская новогодняя традиция. Самая известная и интересная традиция в Италии – в последние минуты Старого года выкидывать из окна ненужные вещи. Таким образом, итальянцы избавляются не только от хлама, но и от негативной энергии, накопившейся за год. Тем самым дают место для всего нового и хорошего в новом году. Так что в новогоднюю ночь нужно аккуратно гулять по улицам. Ведь с окна может прилететь не только какой-то предмет одежды, но и мебель или техника. Где находится Момбаса? Момбаса – прибрежный город на юго-востоке Кении вдоль Индийского океана. Город известен в Кении как бело-голубой город. Это старейший и второй по величине город страны после столицы Найроби. Расположение Момбасы на берегу Индийского океана сделало ее историческим торговым центром, и она контролировалась многими странами из-за своего стратегического положения. Сегодня Момбаса – это туристический город, в котором находится одна из государственных резиденций, с очень большим портом и международным аэропортом. В Южных Штатах США 1 января традиционно принято есть специально приготовленное блюдо. Как оно называется? Традиционное новогоднее блюдо в США – прыгающий джон. Его готовят из черноглазого гороха, лука, бекона и риса. Считается, что блюдо способствует богатству и удаче в новом году. Прыгающего джона принято есть именно 1 января, а его остатки называют скачущей Дженни, которая символизирует бережливость хозяев и также приносит удачу в новом году. С этим блюдом связана поговорка «В этот день ешь бедно, а в остальные дни года – богато». Она объясняет выбор продуктов такого рецепта. В какой стране роль Деда Мороза выполняет женщина? Ответственным за рождественские и новогодние подарки в Италии выступает Бабо Наталя. Старичок в красном кафтане и с длинной седой бородой доставляет подарки в упряжке из 9 оленей. Его помощницей считается ведьма Бефана, совершающая полеты по Италии в новогодние праздники с полным мешком сюрпризов, так что можно сказать, что в Италии роль Деда Мороза выполняет женщина. Те дети, которые отличились хорошим поведением в течение года, могут рассчитывать на подарки и сладости в оставленных у камина носках. Для озорников же приготовлены маленькие кусочки угля.